Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я являюсь ведущим специалистом по обучению косметическому продукту в сети аптек «Планета здоровья». Сегодня я хотела бы затронуть такую очень актуальную, в то же время очень деликатную тему интимной гигиены. И сказать, что самочувствие женщины зависит от многих факторов, и интимное здоровье является важной составляющей женского здоровья. А само по себе интимное здоровье во многом зависит от правильной, грамотной интимной гигиены. Наверное, именно поэтому вопросы правильной интимной гигиены сейчас становятся очень актуальными. Они все чаще освещаются в СМИ, о них много говорят врачи-гинекологи, и постепенно наши женщины привыкают к тому, что интимная область нуждается в правильном очищении. Однако вместе с этим, особенно в сети, появляется довольно много утверждений, которые не всегда соответствуют действительности, однако могут сбить с толку даже самого грамотного потребителя, и у него появятся какие-то неправильные представления о грамотной интимной гигиене. Давайте с вами рассмотрим несколько популярных утверждений об интимной гигиене и подтвердим либо опровергнем их. Итак, первое утверждение говорит о том, что в повседневной жизни средства для интимной гигиены не нужны. И действительно, некоторые женщины считают, что средства для интимной гигиены нужны лишь в особые периоды жизни женщины, например, в период менструации, при появлении какого-то дискомфорта, после посещения спортзала. Однако я сразу хочу сказать, что интимная область имеет свой уникальный уровень pH, который является оптимальным для жизнедеятельности полезных микроорганизмов. Именно поэтому поддерживать это постоянство очень важно. Также кожа в области наружных половых органов гораздо более тонкая и нежная, чем на теле. Подытоживая все вышеперечисленное, я с уверенностью могу сказать, что наша интимная область нуждается в правильном, грамотном, ежедневном очищении с помощью специальных средств, которые учитывают ее физиологические особенности. Утверждение номер 2. Для интимной гигиены подойдет обычное мыло или гель для душа. Как я уже сказала, pH интимной области кислый и колеблется от 3,5 до 4,5. Такой кислый уровень pH является оптимальным для жизнедеятельности наших полезных лактобактерий и способствует поддержанию защитных свойств слизистой оболочки интимных органов. Также такой кислый pH препятствует активному росту и размножению патогенных микроорганизмов. pH обычного мыла или геля для душа является щелочным и колеблется где-то от 10 до 12. Соответственно, при очищении наружных половых органов с помощью таких средств мы можем вызвать сдвиг нашего pH в более щелочную сторону. Происходит дисбаланс между хорошими и плохими микроорганизмами. Плохие микроорганизмы начинают активно размножаться, и женщина может получить симптомы дисбактериоза. Также я могу сказать, что воздействие такого высокощелочного продукта на тонкую нежную кожу в области половых органов может вызвать также их зуд, раздражение, сухость и дискомфорт. Утверждение номер 4. Аптечное средство для интимной гигиены не может вызвать аллергии. Я с уверенностью могу сказать, что аптечное средство для интимной гигиены проходит большое количество этапов контроля перед реализацией. Однако с полной уверенностью сказать, что аптечное средство для интимной гигиены не вызовет у вас аллергическую реакцию, нельзя, потому что у каждого человека может развиться индивидуальная реакция гиперчувствительности на тот или иной компонент продукта, потому что каждый из нас уникален. Однако я могу сказать, что в аптечных средствах для интимной гигиены все компоненты максимально гипоаллергенны, и риск вероятности возникновения какой-то аллергической реакции снижен к минимуму. Утверждение номер 5. Гель для интимной гигиены способен устранить симптомы гинекологического заболевания. Я знаю, что поход к гинекологу может быть волнительным для некоторых представительниц прекрасного пола. Именно поэтому при возникновении какого-то дискомфорта, будь то обильное выделение, зуд, болезненность, жжение, женщина не всегда спешит обратиться к специалисту, а идет в аптеку и приобретает средства на свое усмотрение. Я могу сказать, что аптечное средство для интимной гигиены способно уменьшить дискомфорт, устранить, например, зуд. Однако использовать такой продукт в качестве замены полноценного лечения нельзя. Это будет абсолютно неграмотно. Возможно, все вышеперечисленные симптомы являются признаком какого-то гинекологического заболевания. И здесь средство для интимной гигиены будет прекрасным дополнением к медикаментозному лечению, позволит эффективно устранить симптомы и надолго придать вам чувство свежести и комфорта. Однако при возникновении каких-то симптомов я настоятельно рекомендую обратиться к врачу и не заниматься самолечением.
продолжении нашей темы об интимной гигиене я хотела бы познакомить вас с роскошными продуктами аптечной интимной гигиены от итальянского бренда Видермина. Здесь все продукты разделены на гаммы, каждая из них имеет свой уникальный уровень pH и комплекс активных компонентов для решения той или иной проблемы. Продукты Видермина могут подходить как для ежедневного использования, так и для устранения каких-то симптомов дискомфорта при возникновении гинекологических заболеваний. Первая гамма, которую я хотела бы вам показать, это гамма Видермина Интипа. Это уникальные продукты, которые подходят для ежедневной интимной гигиены как для мужчин, так и для женщин. Также данные продукты могут использоваться в качестве геля для душа. Данный гель для интимной гигиены обладает увлажняющим, успокаивающим и смягчающим действием. Сейчас я хотела бы подробно показать вам текстуру данного продукта. Продукт содержит гиалуроновую кислоту, которая будет интенсивно увлажнять, экстракт хвоща, который обладает увлажняющим и защитным действием, а также молочную кислоту для поддержания естественного кислотного баланса. Данный продукт может использоваться на ежедневной основе. Продукты гаммы CLX Activa рекомендованы в качестве ухода при изменении микрофлоры, вагинитах, вагинозах, кандидозах, после антибактериального противогрибкового лечения, после хирургических гинекологических манипуляций, в период менструации, в период беременности, в послеродовом периоде, а также при риске повышенного бактериального инфицирования, например, при посещении бассейна, тренажерного зала, при посещении пляжа, в путешествии, когда есть риск какой-то инфекции. В составе данных продуктов будет хлоргексидин, который обладает широким спектром антимикробной активности. Помимо этого в составе будет присутствовать натуральный антимикробный комплекс. Это комбинация большого количества растительных экстрактов с выраженным противовоспалительным потенциалом: тимьян, корица, розмарин, лаванда, а также мята, благодаря чему продукты данной гаммы будут иметь приятный аромат и обладать легким охлаждающим эффектом, дарить чувство комфорта и свежести надолго. Продукты подходят для таких показаний, про которые я уже сказала, и отличаются фактически по текстуре. Продукт Видермина CLX, жидкое средство для интимной гигиены, мы должны развести в воде. 2-3 столовые ложки разводим в 1 литре воды и орошаем слизистую половых органов в течение 2-3 минут. Мусс и гель подходят для более кратковременного использования. Используем их в течение нескольких секунд, после чего смываем. Продукты гаммы CLX Activa подходят для использования в период лечения какого-то гинекологического заболевания, а также могут использоваться однократно при повышенном риске бактериального инфицирования. Мусс Видермина Пребиотик подходит для женщины при необходимости восстановления микрофлоры. Мы можем использовать данный продукт в период антибактериального и противогрибкового лечения для защиты собственной микрофлоры, а также при частых рецидивах молочницы. В составе данного продукта альфа-глюкан олигосахарид. Это пребиотик, который является питательной средой для роста и размножения полезных лактобактерий. При этом альфа-глюкан олигосахарид селективно ингибирует или тормозит рост патогенных микроорганизмов, препятствует таким образом развитию дисбактериоза. Помимо этого в составе будет декспантенол, который будет обладать увлажняющим, смягчающим, восстанавливающим действием, и молочная кислота, направленная на восстановление и поддержание естественного кислотного баланса. Обратите внимание, продукт содержит pH кислый, он является 3,5, что абсолютно физиологично для женщин фертильного возраста. Продукт Видермина Делиджин, в отличие от всех предыдущих, имеет pH 7,0. Это нейтральный pH, однако он является абсолютно физиологичным для женщин в период менопаузы, а также для девочек с первого месяца жизни до наступления фертильного периода. Также данный продукт мы можем рекомендовать женщинам с гиперчувствительной слизистой оболочки при появлении чувства дискомфорта после ношения тесного синтетического белья, использования ежедневных прокладок. В составе очень мощный противовоспалительный успокаивающий комплекс: экстракт алоэ, экстракт корня алтея и арники, компоненты, которые будут обладать выраженным противовоспалительным, увлажняющим и успокаивающим действием. Продукт подходит для ежедневной интимной гигиены девочкам с первого месяца жизни и женщинам в период менопаузы, а также в период наличия какого-то дискомфорта.
Ну и давайте напоследок проговорим основные правила грамотной интимной гигиены. Во-первых, помните, что основное правило, конечно же, это регулярность. Интимную гигиену необходимо проводить не реже 1 раза в сутки, а в период менструации такая частота может увеличиваться до 4 раз в сутки. Для очищения используйте все-таки специальные средства для интимной гигиены. Обращайте внимание на их уровень pH, нужно, чтобы он был физиологичным для интимной области, чтобы продукты не содержали агрессивных ПАВов или каких-то ярких косметических отдушек. Вода для очищения при проведении гигиенической процедуры должна быть теплой, а не горячей. Обязательно помните, что нельзя использовать мочалку, так как мочалка, во-первых, является скоплением для микробов, а во-вторых, может травмировать нежную слизистую наружных половых органов. Также помните, что у каждого члена семьи должно быть свое индивидуальное полотенце, также свое индивидуальное полотенце должно быть для интимной области. Ну и помните, пожалуйста, что спринцевание и очищение изнутри строго запрещены, только если вам его не порекомендовал гинеколог в период какого-то гинекологического лечения. Будьте здоровы!